Ну что же, всем привет. Наверное, в первом видео на этом канале нужно представиться. Эндерамикон, Веспектула, Сфинксит, Нолнес, Несемти. У меня есть много имен, но обычно я иду под ником Эндернамикон. Но все зовут меня Эндером, и вы тоже зовите. Так вот, почему вообще вышло это видео? Причин особо нет. Если обобщать, то я веду со своими друзьями компанию под НД и записываю это на видео. Однако, к сожалению, первые сессии не записались. И я все думал, как же мне их сделать так, чтобы их можно было удобно посмотреть и не выкидывать своим игрокам гору текста на голову. Ну так и появилась идея на это видео. Так что презентую вам обобщение первой сессии нашей компании, названной Кришсикай ДНД. Hey, Ender, but you can't just steal logo from Rustage's Isekai D&D campaign. Да, верно, моя англоговорящая с плохим акцентом копия. Я не могу просто вырывать обложки у других. Так что ладно, еще раз. Добро пожаловать в Кринж-Секай ДНД. И до того, как я решу начать это обобщение, давайте же познакомимся с нашими героями, которые попали в наш мир. Конечно, ведь это не зря называется Кринж-Секай. Ведь это Исекай. А это значит, что герои наши-то из другого мира. И первого я представлю вам самого обычного персонажа. Григорий — это самый обычный парень из нашего современного мира. Черные волосы, любовь к аниме и играм. Самая обычная внешность. Ничем не примечательно. При приходе в мир решил называться Давакином. Но и играет за него Пока. Все его так называем. Решив взять класс Магуса, он решил пойти на путь дракона. На своем пути получая возможность пользоваться и оружием, и магией, и драконами. Но это будет потом. Вторым же хотелось представить Бальмонда, великого изгоя нашего мира, который путешествовал по нему и исследовал его, не имея постоянного места, где бы он мог остановиться. А если без красивых слов, он был бездомным, одевающимся в какие-то обрывки. Выбрав класс монаха, он решил начать исследование и этого мира, хотя потом будет мультиклассироваться. Ну и да, игрок, которым управляет, это Лёша. И третий персонаж, который отличается от остальных. Зиндерман появился в этом мире не из нашего современного мира. Он попал сюда из другого фэнтези-мира. Паладин клятвы мести, уже познавший битву, в которой он погиб, управляемый Снорком. Мы его все называем Кириллом. И это все не из-за того, что ему было лень создавать другого персонажа, и мы взяли его из другой компании. Нет-нет. Ну и четвертый. Ишигами Сенки. Никаких проблем с копирайтом. Гениальный молодой человек настоящего времени, случайно попавший в этот мир из-за своего неудачного эксперимента. Управляется игроком Гео. Мне даже говорить ничего не надо по этому поводу. Гео. Взяв класс изобретателя, у него есть высокий шанс случайно сломать мою компанию. А, точно. Я ведь перед началом еще дисклеймер должен говорить, да? Ну, типа, текстинги не мои, это уже можно было понять. Все украдено из интернета, и ответственности за это никто не несет. Спасибо, кстати, художникам, у которых мы это украли. Денег с этого никто все равно не получит. Это видео просто выложено, чтобы быть выложено. Так что да. Наконец-то мы начинаем. Тогда начнем же наше приключение в другой мир. И как же нам его начать иначе, как не с того, как наши герои попали в него? С одним из персонажей довольно легко разобраться, ведь Давакин умер от прямого попадания машины прямо в его тело. Да, самый обычный попаданец, умерший от грузовика Куна. Как же иначе? А вот с Бальмондом у нас чуть посложнее. Его история была придумана не слишком до конца, так что, наверное, пока сойдётся на том, что он настолько преисполнился в своем путешествии по миру, что смог пройти границу между мирами, пройдя в проход, созданный во время того, как перемещали других героев. Или он просто умер от голода. А с Зиндерманом у нас еще сложнее. Все же он был вызван из другого фэнтези-мира прямо во время того, как у них была какая-то битва. Я лично там не был, поэтому не уверен, что там происходило. Но он в итоге умер, так что теперь он с нами. Ой, персонаж Гео. Так, подождите, сейчас. Алло. Ага. Так вот, я немного забыл. Как там твой персонаж переродился? Хочешь, знаешь, что... Хочешь, чтобы я рассказал, как мой персонаж переродился? О, значит, долгие сражения кланов людей и машин не прекращались веками. В один момент как-то Сэнки вместе с грузовиком-трансформером поднялись Ага. на крышу заброшенного завода, чтобы закончить многовековую вражду. И началась дуэль не на жизнь, а смерть. Детали дуэли были опущены из маленького хронометража.
После долгой схватки А, Сэнкью был зажат между пропастью и грузовиком. Ему не оставалось ничего, кроме как спрыгнуть с крыши. Однако грузовик не мог принять такую простую и бесчестную победу и прыгнул ага, вслед за ним, чтобы убил именно он, а не гравитация. Сэнкью не был согласен с ним и стал отбиваться, ага, нанося удары из раза в раз. Вне... ага, так вот, Сенки взорвался, смешивая химикаты. Так вот, наши герои почти сразу же очнулись в красивом замке. Ничего не понимающий героя встретил король, сидящий перед ними на троне. Вставивший с Саидом, королем Старграда, он рассказал героям про то, что их вызвали, чтобы помочь этому миру и империи людей, находящихся в опасности. Хоть они были вызваны для этого, было также сказано про других героев, которые тоже занимаются этим. Все же, эта четверка была вызвана на всякий случай, если остальные герои не справятся со своей задачей. Герои почти сразу же заинтересовались книгами, которые были на полках у короля. Однако они были остановлены тем, что королю нужно было что-то им показать, а также тем, что они не понимали язык, на котором говорились эти книги. После броска яркой сферы света в героев, они оказались в совсем ином месте. Красивый храм с белоснежными колоннами оказался перед ними, вместе с девушкой с зелеными волосами и красивыми ангельскими крыльями за ее спиной, которая левитировала прямо перед их глазами. Палатина, божество людей, дала героям задание. Если остальные герои получали опыт и уровни обычным образом, убивая монстров, этой четверке нужно было объединить богов. Собрать их всех, так сказать. Забытые божества были практически в каждой стране. Им нужно было найти их и помочь им, чтобы стать сильнее и получить новые возможности. На этой встрече герои узнали свои классы, которые не вполне могли видеть, так как все они могли по желанию перед собой открыть свой лист персонажа, позволяя смотреть на свои характеристики, способности, ХП и все остальное. И после этого они вновь были отправлены в зал короля, который даже не подозревал, что они только что разговаривали с божеством. Король попросил свою помощницу, вместе с этим главу стражи Люсину, передать им деньги. Так что вскоре счастливые обладатели мешочков с золотом, герои направились в город, чтобы начать закупку вещами. Договорившись встретиться через 2 часа, каждый отправился своей дорогой. Но, если быть точнее, Зиндерман и Бальмонт направились изучить рынок вместе. Делать им обоим было нечего. У Зиндермана из прошлого мира было оружие и броня, а Бальмонт был монахом, сражающимся без одежды и оружия. Так что закупились эти двое по минимуму. Ценки уже был тем, кто закупился больше всего. Тратив много денег на часы с наценкой, чтобы точно знать, когда пройдет 2 часа, тот также купил себе дополнительные предметы, вроде чернил, бумаги и других полезных мелочей, которые могли бы ему пригодиться. А вот Давакин вызвал гнев торговца и 2 стражей. Просив торговца 2 топора, тот сказал, что они ему не нужны, и ушел. После чего воспользовался своей способностью Магуса, вернув топоры себе назад, чтобы своровать их. Однако это не понравилось торговцу, и тот вызвал стражу, которая почти сразу же догнала неудавшегося вора. Через 10 минут споров о том, что преступления не было, никто не видел, да и он выбросил топоры, чтобы не было улик, стражники решили сделать компромисс. Проведя по руке парня особым предметом, те пометили его как подозрительную личность, чтобы в будущем присматриваться к нему ближе. Однако после его отпустили, к сожалению, торговца, и парень, не потратив ни золотой, обратно телепортировал к себе топоры и направился обратно. Собравшись после небольших закупок, герои направились к следующему месту, которое им было интересно. Богиня ранее сообщила им про заброшенный храм, в который был забытый бог людей, и король подтвердил эту информацию, хоть и не понял, зачем нужен был храм. Так что они отправились на выход из города. Но перед этим решили зайти в таверну, так как у них еще оставались деньги после закупок. Зайдя в таверну, их поприветствовал добродушный Боб, который сразу же пригласил героев за столик, чтобы поговорить и выпить. Двое почти сразу же согласились на это. Однако Зиндерман пока не торопился садиться, а Санки хотел посмотреть, были ли тут какие-то задания. И они действительно были. Он даже решил взять задание на добычу слизи, будто специально пропустив подготовленное задание на зачистку крыс, которое им так рекомендовал Боб, из-за того, что это задание было важное. Однако они решили не брать его. Игроки, за вашими действиями ведь будут последствия. Боб решил предложить им выпивку, так как все равно они сидели у него тут. Заплатив мизерные монетки за странную выпивку, Бальмонт решил первым пробовать этот нектар, так как он был прошаренным алкоголиком. И после, практически потеряв сознание, упал прямо на стойку. После этого выпивку решил попробовать Доакин, ни разу раньше не пивший алкоголя. После этого команда решила не сильно задерживаться,
Зиндерман тоже без проблем выдал одну кружку, взял под ручку Бальмонда, и после они вместе направились в сторону леса. Потратив несколько часов на перемещение, герои дошли до нужного им леса. Шли они вслепую и увидели странные бугорки, растущие прямо из-под земли. Давакин решил не особо рассматривать их, а сразу же кинул топор в один из них, чем вызвал гнев слизней, которыми были эти бугорки. Это была первая битва наших героев. За первые секунды битвы произошло довольно много всего. Зиндерман 2 раза умудрился промахнуться цепом по одной мелкой слизи. Бальмонт же показал ему более нормальную точность, взмахом посоха размозжив одного из слизней, а после и второго слизня отопнул прямо в дерево, что и убило слизня. Сенки уже решил попробовать свою новую стратегию. Взял с земли камень и уже начал высчитывать, как и покинуть камень в дерево так, чтобы он рикошетом попал прямо в слизи. Но после того понял, что если он напрямую кинет камень, будет легче и эффективнее. Так что он просто кинул в слизня камень и промахнулся. Сразу же после этого топор Давакина пополам разрубил бедного мелкого монстрика, а герои, не забыв собрать всю слизь, направились вперед, так как уже видели верхушку храма, к которому нужно было идти. Даже не заметив четвертого слизня, который медленно направился от них подальше. Когда же они зашли в храм, то сначала никто не понимал, что это за странное место. Явно заброшено уже много лет, за храмом никто даже не наблюдал. И поэтому вряд ли тут они могли встретить какого-то бога, про которого они слышали от богини. Правда, громогласный голос пронзил их уши, как только они вошли на землю этого храма. «Кто смеет нарушать мой покой?» Громкий мужской голос пронзил их уши. Бальмонт почти сразу же начал разговор с этим голосом, и после тот стал куда спокойнее. Божество Палладий уже много лет существовало в этом храме. Я рассказал им историю о том, что он тут делал. Появившись перед героями, тот с тяжелым выдохом смотрел на них. Золотая броня светила прямо перед четверкой героев. Они хотели от божества силы, однако то хотело, чтобы его храм восстановили. Через пару минут разговоров, в которых Давакин даже предложил продать его броню, получив ответ, что она не настоящая, они пошли соглашение, чтобы Палладий дал им сил, а они бы восстановили его храм и, возможно, даже привели бы людей как последователей. На этой ноте чуть уставшие герои, нашедшие себе место под забытым богом света и людей, решили отдохнуть. Поэтому они развернули свои принадлежности и уснули прямо на скамейках и полу этого храма. Ну и что же, на этом наше приключение в 13 минут... Стоп, что? 13 минут? Я думал, минут 6 будет. О, господи. Ладно, мне было весело создавать эту первую серию, так что, может быть, и другие понемногу так буду укладывать. Но это все равно никто не посмотрит, кроме этой четверки, так что... Спасибо вам, мои игроки. Надеюсь, что мы скоро сможем вновь сыграть.